Everything that we do today, from printing to digital imaging, is made from smaller and smaller devices. Small images become big, more pixels. Все, что мы делаем сегодня, это пикселы. Чем больше пикселов, тем больше мы можем увеличить картинку. That's an ant leg on a DLP chipset. Это ножка муравья на чипсете DLP. Now, we don't need high resolution. These are 1 bit, okay? 1 bit, if you will. They're black and white. We don't need to have much resolution. You understand what these pictures are, right? Нам не нужно особое разрешение для того, чтобы понять, что изображено на этой картинке. Вы же и так понимаете, какое бы разрешение не было, все равно вы картинку поймете. I have no problem seeing the basketball player. Я, например, легко вижу баскетболиста. How about this picture? Can you figure that one out? А как вы думаете, на этой картинке что изображено? Yeah, okay. That's not what's happening there, but Не то, что вы подумали. You get the idea. Okay. With higher resolution formats, we need less distance. With lower resolution formats, we need more distance. Когда мы имеем формат высокого разрешения, мы можем находиться ближе к экрану. Когда мы имеем формат низкого разрешения, нам приходится отходить подальше от экрана. How many pixels do you really need to watch high definition imaging? Сколько же нам нужно пикселей для того, чтобы смотреть изображение в HD? It's related to distance. В зависимости от того, с какого расстояния. So if you're sitting where you are back here now, you can't see those pixels, can you? Так что, если вот вы, например, сидите в центре зала, наверняка вы никаких пикселов не видите. But if you come half closer, maybe you can. If you go half closer again to the point where you can see them, well, then you see pixels. That's not good. Но если вы приблизитесь наполовину, может быть, потом еще наполовину, то тогда вы начнете различать и пикселы, что не очень хорошо. I have bad eyes. Daggone it. Не очень у меня хорошее зрение, увы. Most people with good eyes or corrected eyes, но большинство людей с правильным зрением или с исправленным зрением we can see what's called line 8. Могут увидеть 8-ю строчку на таблице. That's 20/20 vision. Это так называемое зрение единица. Line 11 is 20/10 vision. Но линия строчка 11 это уже за пределами. If you have a client with 20/10 vision and they're going to sit very close, they probably want and need a 4K device. Если у вас клиент, который видит 11-ю строчку в таблице офтальмолога, то, наверное, действительно им нужно устройство 4K, потому что они могут различить эти пикселы. Most of us at 20/20, we won't see pixels today. Well, good news, we won't see them tomorrow at 4K or 8K. We won't see them. Но большинство из нас, у кого зрение единицы, мы уже сегодня не различаем эти пикселы. Конечно, хорошая новость в том, что мы их не будем различать и завтра, когда будет 4K или 8K. This is why you came today, 4K, right? Вот поэтому мы здесь все собрались, потому что все хотим 4K, да? We're going to talk this about myths and reality. Поговорим о мифах и реальности 4K. Okay. We have enjoyed, we started off with 480 pixel column lines. Now we have 1080 lines, 1920 columns. Мы начинали где-то с разрешения 480, сейчас уже в строке 1080 строчек. Next generation is this thing we call Ultra HD or 4K. Следующее поколение Ultra HD или 4K. More pixels. Еще больше пикселов. A lot more information being presented to you, to your eye. То есть еще больше информации будет представлена вашему глазу. Did you know that 16mm films, roughly 1080p resolution, it's the same resolution. 35mm film is roughly 4K, and 70mm IMAX films is roughly 8K in the equivalent digital conversion. Знали ли вы, что если сравнивать аналоговую кинопленку с разрешениями, то 16-миллиметровая пленка это приблизительно 1080p, 35-миллиметровая кинопленка это разрешение 4K, а 70-миллиметровая пленка, которая используется в кинотеатрах IMAX, соответствует приблизительно цифровому 8K. By the way, if I sound kind of jaded a little bit, more pixels is a good thing. Возможно, я уже кажусь вам усталым старым человеком, но чем больше пикселов, это все-таки тем лучше. But not at the expense of contrast ratio. Но не за счет контрастности. Dynamic range. Динамического диапазона. Color. Цвета. And color accuracy. И точности цветопередачи. Those are the most important things. Они намного важнее, чем пикселы. This comes along last. Пикселы это самое последнее, что нам нужно. Big screens, yes. Today at a cinema, if you go to a cinema, you're probably watching in 2K. Пикселы пикселами, но сегодня, если вы ходите в кинотеатр, то, скорее всего, вы смотрите фильмы в разрешении 2K. If you're sitting in the very front rows at the cinema, you can probably see the pixels.
Если вы сидите где-нибудь в переднем ряду, то кто-нибудь из вас, возможно, может различить пикселы. If you're sitting in a 4K cinema, you probably won't see them. Если вы пойдете в кинотеатр, где показывают кино с разрешением 4К, то из первого ряда, скорее всего, пикселов вы не увидите. 4K was designed for 50 to 60 to 70 foot screens, or how many meters is that? 4K разрабатывался для экранов 50, 60, 70 футов. Сейчас переведем в метры. Сколько это метров? That's what 4K was designed for. Вот для этого разрабатывался Now we're going to have метр. 50-inch televisions with 4K panels. Зачем нам нужны 4К для 15-дюймовых телевизоров? So again, we want to be able to see resolution and detail. Oh, I even brought the Russian version for you. У меня даже есть российская офтальмологическая Can you таблица. see the bottom line? No, you can't. Кто из вас видит нижнюю самую строчку? Okay, remember the Никто. 2020? Помните We зрение can't see. единицы. 11-ю мало кто видит. Not enough pixels, right? Недостаточно пикселов, да. Most people sit the same distance from their current television as they did years ago, and they will tomorrow. Most people don't want to sit right in front of their TV unless maybe, you want to play a video game or something. Большинство людей не меняют свое положение относительно телевизора. Как сидели перед ним много лет назад, так и сидят дальше. Мало кому хочется приблизиться очень близко к телевизору, если только, конечно, не в видеоигрушку играют. If we're sitting roughly 3 meters, 10 feet, from a 50-inch diagonal television, the pixel size, we can't see the pixels because they're smaller than what we can resolve. We resolve about 0.035 inches. And I didn't convert the inches to... Если мы сидим перед экраном в 15 дюймов по диагонали на расстоянии где-то 3 метров, то пикселов мы, скорее всего, не заметим, потому что разрешающая способность нашего глаза не рассматривает пикселы больше, чем 1,3 inches. 0.23 inches or 0.58 millimeters. 0,3-0,5 миллиметра. Does anybody still have a 720p? У кого-нибудь есть еще экран с разрешением 720p? Because those pixels, by the way, in your television, they're 0.34 inches wide or 0.863. I did all the math on that. На вашем телевизоре пикселы имеют вот такую ширину. Я специально сделал математику для вас. Вот они, 0,34. Sitting, 3 meters away, your eye cannot see those pixels on 720p. И если вы будете сидеть на расстоянии 3 метра от вашего экрана 720 разрешением, то вы и пикселов не увидите. He's not ready to upgrade yet. He still likes his 720 flat panel, right? Он не собирается делать никакого апгрейда, ему до сих пор нравится его панель 720 разрешением. It's all relative to sitting position and size. Таким образом, все относительно. Важно место просмотра и размер экрана. To be able to see the same pixel structure, you would need at least a 154-inch wide or diagonal TV to start to see the pixel structure at the same sitting position. Таким образом, если не менять свое положение относительно экрана, то чтобы начать разглядывать пикселы, вам потребуется экран в 154 дюйма по диагонали при разрешении 4К. Remember now, our 50-inch example, it's now 0.2794 millimeters. It's very small. И по сравнению с нашим экраном, посмотрите, какой будет пиксел. Вот такой размер пиксела, очень маленький. Now go to the cinema, and you actually, the pixels at the cinema are larger. Look at that, 2.2 millimeters versus 0.2. So they're 10 times larger at the cinema. Когда вы ходите в кино, там на экране размер пикселов в 10 раз больше, чем размер пикселов в домашнем телевизоре. You sure like that cinema? Но все равно кино вам нравится. You're sitting in the right viewing distance. You're sitting at the right spot. You're not sitting on the screen looking at the pixels. Потому что вы сидите на достаточном расстоянии от экрана и не разглядываете пикселы. I love going to trade shows and have people looking at 4K panels, and they've all got their noses right on the screen going, oh, wow, that's really good. Мне нравится, как на различных выставках, шоу, люди подходят к телевизорам или к экранам в 4К, носом в них упрутся и говорят, ой, как здорово. Sit the normal spot. You can't tell whether it's 720, 1080, or 4K. You can't tell. Но если не носом утыкаться, а сесть на нормальное место просмотра, то вы и не узнаете никогда, 4 там К, 20 К или 8 К. What are our rules? We talked about sitting usually 2 times the height. Обычное такое правило правчика, надо сидеть на расстоянии где-то в 2 раза превышающем высоту экрана. So if your screen height is 100 of something, you want to sit about 300, 2 to 3 times back from the То есть если у вас экран в высоту 100 каких-то определенных единиц, то вам надо сесть от него подальше где-то 200-300 единиц. IMAX is sitting, most seats in IMAX are about 1 to 1.5 times
Большинство просмотровых мест в кинотеатрах IMAX имеют расстояние 1,5 раза больше, чем высоту. And this is why you do need higher density content. You're sitting so close to the screen. Вот поэтому там и нужен такой контент высокого разрешения, потому что в IMAX обычно сидят намного ближе к экрану. There are known parameters where we will measure, for example, how far you are to what size television or cinema screen you are, where the benefits start to become noticeable. Есть определенный алгоритм пересчет, который показывает вам, на каком расстоянии вы находитесь от экрана, когда действительно начинает ощущаться преимущество высокого разрешения. So if I'm sitting 30 feet back on that 50-inch, you got that 50-inch 720, well, I'm fine, no problem. Таким образом, если я сижу где-то в 30 шагах от экрана диагональю 15 дюймов и разрешением 720, то у меня совершенно комфортный просмотр. Now, if I start moving closer, then I might want to go to 1080p. Но если я приближаюсь, то, возможно, надо уже делать апгрейд до 1080p. And if you have questions about seating distances and technologies, you can call Sergey because he knows too. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу того, где оптимальное место просмотра, пожалуйста, звоните Сергею, он в этом хорошо разбирается. Remember doing this when you were a kid? Помните, когда мы были детьми, все мы это делали? And your parents probably yelled at you. Наверное, родители орали на вас. Get away, you're going to go blind. Отойди, а то ослепнешь. You were looking at pixels. Вы разглядывали пикселы. It was fun back then, wasn't it? Тогда это было весело. Poor kids. Yeah. Бедный ребенок. That's me. Это был я. Anyway, we want to sit back far enough so we cannot resolve it. Но все равно идея заключается в том, чтобы сесть достаточного расстояния от экрана, чтобы разрешающая способность глаза не разглядывала пикселы. New 4K TV coming. Новый 4K телевизор. Okay, come on. Take it in the home. Now, we're going to put cinema screens in, right? How about in your house, we're going to have another advantage here called 4K because we need great big bandwidths. Look at this fiber optic stuff coming in the home, right? Кроме всего прочего, когда будет контент высокого разрешения, нужно как-то апгрейдить наши линии связи. Вот посмотрите на этот оптоволоконный кабель. Have you seen lots of 4K discs yet, or 4K servers yet, or things like that? Кто-нибудь уже видел диски с контентом в 4K или, возможно, серверы с контентом в 4K? We're selling TVs now, and we're selling projectors now. We have no idea how we're going to get the content to you. We have no idea. Мы уже продаем телевизоры 4K, проекторы 4K, но не имеем ни малейшего представления, как мы будем доставлять контент. They exist, but they're specialized. And there's no agreed standards yet on compression. There's no agreed standards on file sizes. There's no agreed standards on color space. There is no agreed standards on anything yet. We don't know what this is going to look like. Отдельные носители существуют, но стандартизации пока нет. Пока нет стандартов сжатия, пока нет стандартов на размер файла, пока нет стандартов на цветность. То есть где-то это в природе есть, но не стандартизировано. Last comment about 4K for a second. И небольшой комментарий, последний комментарий по поводу 4K. IMAX did a test of starting with 2 pixels white, 2 pixels black. IMAX делала тест такой, 2 пикселя черных, 2 пикселя белых. Then they started to double and double and double and double. Затем они постоянно удваивали количество пикселов. Well before they got to 4K, guess what happens? И до того, как они дошли до 4K, догадайтесь, что произошло. The screen goes gray. Экран посерел, стал серым. Dynamic range again, you know what that means. Опять же, динамический диапазон, вы знаете, какие будут It's the contrast. результаты. Все в контрастности дело. So contrast, back again to the most important part, dynamic range, the very first thing we talked about. То есть самое важное, не пикселы, а динамический диапазон, с которого я начал. A current 2K film at the cinema is around 225 gigabytes. Сейчас фильмы 2K, которые показывают в кино, занимают где-то 225 мегабайт. The compression used at cinemas is called JPEG 2000. В кино используется метод сжатия JPEG 2000. If we didn't compress it, the cinema folks would have to have between 1 and 2 terabytes per film. Если бы фильм не сжимали, то на каждый фильм уходило где-то 1,5-2 терабайта. An uncompressed 4K movie can require up to 3.5 terabytes. You got 3.5 terabytes at your home?
Не сжатый контент 4K займет где-то 3 терабайта. У вас сейчас дома есть у кого-нибудь 3 терабайта? He's got a little server farm at his house. Вот у этого парня там целая стойка серверов, наверное, дома. You can watch one 4K movie, isn't that nice? И вы посмотрите на нем только один фильм разрешением 4K. Здорово. Sony was out there showing their new 4K projector, right? That was cool. Sony показывала свой проектор 4K. Выглядит круто. They had a trailer, a 15, like 10-minute trailer in 4K, and it took 500 gigabytes of hard space. Hard drive. У них был трейлер на 10-15 минут, и он занял у них 500 гигабайт места. At that file size, it would take multiple terabytes in multiple servers to accommodate just one film. С такими потребностями в памяти необходимо множество серверов, множество терабайт, лишь для того, чтобы записать один фильм. Getting excited yet about 4K future? Ну что же, всем уже приглянулось это будущее. How about there's your new installation? Next Вот week. ваша следующая инсталляция. How about these little discs? Aren't they nice? Blu-ray discs? А что скажем про эти диски? Ведь хорошие диски Blu-ray. One movie is about 20 gigabytes. Один фильм занимает где-то 20 гигабайт. Remember what we said about, a 4K film could be as large as 400 to 500 to 600 gig. Вы помните, что мы говорили о том, что фильм с разрешением 4K может занимать до 4? At the cinema level, we have to have between 15 to 30 Blu-ray discs for one movie. Таким образом, для того, чтобы записать один фильм в кино, как его показывают сейчас в кино, потребуется 15-20 Blu-ray дисков. Blu-ray changers are going to become popular again. То есть опять мы получим аналоги CD-ченджеров только для Blu-ray дисков. For one movie. И это всего лишь для того, чтобы посмотреть один фильм. Not going to happen, right? Не будет такого, There конечно. is a new codec under development. It's been finalized. It's called HEVC. Сейчас разрабатывается новый кодек, который называется HEVC, which will double the compression and allow us to stuff these files into more manageable sizes. и этот кодек позволит сжать файлы с эффективностью в 2 раза больше и уместить их на каких-то разумных носителях. The Blu-ray Association finally met just recently, and they're discussing how can they get 4K content onto one disc. Недавно ассоциация Blu-ray все-таки собралась и начали обсуждать, как впихнуть контент 4K на один Blu-ray диск. Rumors are, it's not official, as of yet I haven't heard it, but there's 3 layers, Blu-ray discs, 100 gig files. Ходят слухи, это пока не официально, что будут Blu-ray диски трехслойные, на которые будет помещаться до 100 гигабайт. What does that mean? We have to replace our Blu-ray players. Что это означает? Придется всем нам дома поменять наши Blu-ray проигрыватели. Maybe the interconnections. Может быть, даже соединения какие-то. It's going to be a whole fun frontier Опять будет Дикий Запад. just to get 4K. Лишь для того, чтобы получить контент 4K. There's some broadcasts that are occurring. We're actually starting to see satellite and terrestrial broadcasts in 4K. Very limited, but at early stage. Уже начинается вещание в 4K, как наземное, эфирное, так и спутниковое. I can't wait to see Survival in 4K, don't you? Хотел бы я посмотреть фильм Survival в 4K. They're going to have the Olympics. We'll start to see World Cup finals in Ultra HD. Будут показывать Олимпиаду, будут показывать чемпионат мира по футболу, скорее всего, в 4K. Internet streaming, we now can see YouTube files. PC cards are larger and faster. It's really not the streaming. It's going to be more. It's more about the pipeline. That's our problem. Скорее всего, в 4K мы сможем смотреть и ролики на YouTube. Дело все не в размере, дело все в широте канала, в пропускной способности канала. I don't know how fast your internet is, but mine's kind of slow. Я не знаю, насколько быстро у вас интернет, но у меня что-то тормозит. It'll take me 2 days to download one movie, 4K. И для того, чтобы загрузить один фильм разрешением 4K, мне сейчас нужно 2 дня. It still may take between 4 and 20 on high-speed downloads, before 4 and 20 hours. Если у вас хороший пропускной канал, то от 4 до 20 часов требуется для того, чтобы скачать фильм с разрешением 4K. Tell your clients they're going to have to just wait. Start downloading and wait. Просто скажите клиенту, что ему надо подождать. Начните загрузку и подождите. The files are huge. Файлы гигантские. Okay? And of course, we don't want to forget this. We can thank those crazy engineers because they're not far enough away. И, конечно, мы должны сказать за все это большое спасибо сумасшедшим инженерам. I love HDMI.
Я люблю HDMI. Every time something goes wrong with your cables, I get a phone call. Your projector doesn't work. Каждый раз, когда что-нибудь происходит с кабелем, мне звонят и говорят, что ваш проектор не работает. And you thought 1.4 was fun. Wait till you get to HDMI 2.0. И если вы думали, что 1.4 это весело, то подождите, когда придет новый стандарт HDMI 2.0. Yeah, 18 gigabytes, 4K, 60 frame, 3D, and it's all gonna work this time. С такие вот отличные спецификации, и на этот раз уж точно все будет работать как положено. I really feel sorry for you guys. Ребята, я вам сочувствую. It's horrible. Это ужасно. This is horrible. Ужасно. What are we gonna do? Что делать будем? Get ready. It's gonna be a nightmare. Готовьтесь, будет кошмар. But have a nice 4K day. И у вас будет день в разрешении 4K. All right. We know that all of the early version 4K sets, 4K can pass on a HDMI 1.4 cable. Мы знаем, что разрешение 4K можно передавать и по кабелю по стандарту 1.4 HDMI. But HDMI 2.0 will give us the bandwidth to actually do things like we want to see, like faster frame rates, deeper color, all of the best things happening in 2.0. Но HDMI 2.0 должно все это проапгрейдить и показывать при такой широкой полосе лучшие цвета, лучшее обновление, более быстрое обновление кадров. If you sold one of those lovely $20,000 US 84-inch panels when they first came out, you can't upgrade them. They're not going to be upgradable to 2.0. Если вам уже посчастливилось продать несколько панелей диагональю 84 дюйма, то придется их апгрейдить. 2.0 HDMI они поддерживать не будут пока. So you're all ready to go into this, right? Так что вы уже готовьтесь к новым апгрейдам. This scares the hell out of me. It should scare you to death. Меня это пугает. Я думаю, что вас это должно пугать не меньше. I think I'll take that 1080p now, thank you. Я думаю, что пока мы остановимся на 1080p разрешении. Or maybe the upconversion, the players that upconvert to 4K, the upconversion engine within, say, our 3-chip DILA engines, those are safe. You've got easy, safe play there. This 4K thing is going to be a real challenge. Или же, пока остановимся на апскейлерах, которые повышают разрешение программным способом. Это пока, безопаснее, что ли. So, in 4K, what about contrast ratio, color, compression, motion resolution, refresh rates? Those have a far greater impact on how we see versus just pixels. Что касается 4K, то на самом деле намного больше влияния на то, как мы видим картинку, оказывает контраст, разрешение, перепад цветов. Anybody see The Hobbit in the higher frame rates? Кто-нибудь смотрел фильм «Хоббит» с более высокой частотой обновления кадров? It was pretty good. I mean, it really, you don't see that blur as people move in 25 frame. You really saw the action. При высокой частоте обновления кадров «Хоббит» выглядит намного лучше, потому что не видно этого шлейфа, который был виден при обновлении 25 кадров в секунду. Also, passive 3D is possible on a television, not in projectors, but on a television you can have, you don't have to have active glasses. We could actually just see it passively or auto stereoscope. Также возможно 3D, правда пассивное, не активное. Guess what's coming next? Догадайтесь, что ждет нас в будущем. 7680p. 7680p. It's live now in Japan. Уже сейчас вещается в Японии. And guess what HDMI we're going to need then? Интересно, какой HDMI для этого потребуется? HDMI 3.0. HDMI 3.0 какой-нибудь. Wonderful, huh? Прекрасно. Questions? I've been talking a lot. Я много говорил, может быть, слово дать вам, у вас есть какие-нибудь вопросы? And we're running out of time. И время у нас поджимает. Who's to blame? Who's to blame? As I said earlier, it's a good thing to have more pixels. That's good. I'm going to blame people like Sony and Panasonic who have no reason. They can't sell their current TV. They got to make a new version so that it's better than the old version. Well, let's stuff some more pixels in it. That's easy to do for an LCD. Have you seen a DLP 4K yet at a price that's reasonable? They don't exist. Я виню компании типа Sony и Panasonic, которым нужно продолжать продавать свои телевизоры. И единственный простой способ продавать больше телевизоров
это добавить туда пикселов. Это легко сделать в технологии жидкокристаллической, в LCD. Но что касается DLP проекторов, покажите мне какой-нибудь DLP проектор с разрешением 4K за разумную цену. The answer to your question is we're responsible. It's all of us. It's our fault. How many people bought Betamax? Ответ на все это, мы за все в ответе. Например, кто из вас купил Datamax? And then VHS. У кого было VHS? How many people bought HD DVD players? У кого были проигрыватели HD DVD? I did. У меня был. Then the Blu-ray came out. А потом появился Blu-ray. I mean, we do this to ourselves all the time. We come out with stuff that's not ready for prime time. Мы сами с собой это делаем. Мы продаем оборудование, которое еще является экспериментальным. 10 years from now, 4K will be figured out. Ну, через 10 лет с 4K, конечно, разберутся. You'll have pipelines, you'll have Blu-ray discs, you'll have a great time 10 years from now. У вас будут и Blu-ray диски, на которые поместится контент 4K, и будут достаточно пропускные каналы, по которым будет передаваться 4K, но все это будет через 10 лет. Getting there from today to 10 years is going to be a real agony. Но пока эти счастливые дни не наступят, нас ждет агония. If you need help, call us. Если потребуется помощь, звоните. We know lots of, Sergey knows lots of different, for example, cables. Some HDMI cables really work. Сергей хорошо разбирается в кабелях, в коннекторах. Некоторые HDMI кабели действительно работают. And some of them that they say that work are horrible. Но некоторые, которые заявлены производителем как работающие, просто ужасно. Balins to convert the signal and run it over dual Cat 5, Cat 6. Они используются для апскейла, для конвертирования сигнала, но передают его плохо. Some of it works, some of it doesn't. Какие-то работают, какие-то нет. And this is not going to get any better at 4K. That's all I'm trying to warn you about. Yes, I'm excited to. I want to sell some 4K products, but it's going to be a scary adventure. Даже сейчас все работает не совсем так, как ожидалось. Поэтому вот я хочу предупредить вас, что с 4K не будет это все гладко и подавно. So I think I'm supposed to stop and... Are y'all tired yet? I'm getting tired. Вы устали? Нет, я потому что немного устал. Джим устал. Questions anymore? Есть вопросы какие-нибудь? We talked last time about 3D viewing. Maybe we just run through some 3D funnies for a minute. Мы немного поговорили о 3D картинке. Может быть, посмотрим сейчас несколько смешных кадров. It's funny. You remember we talked about, well, why are we doing... People could do 3D, and they could, and they did. So now our projectors have 3D. Okay, great. Это, конечно, забавно. Людям нравится 3D. Теперь и проекторы могут показывать 3D. Do you know anyone that watches their 3D projectors in 3D? У вас есть знакомые, которые смотрят свои проекторы в 3D? Maybe once in a while. Ну, время от времени, наверное. What's happened is funny. We always sell the glasses separately from the projector, right? Мы все время продаем очки отдельно от проекторов. So I have really good information for you. Back 3 years ago, when we started selling 3D projectors, I had almost 100% attachment rate. So every projector went out the door with 3D glasses. У меня хорошие новости для вас. 3 года назад, когда мы только стали продавать 3D-проекторы, практически 100% проекторов влекли с собой продажу очков. 2 years ago, it was about 68%. 2 года назад только 68% проекторов снабжались очками. Last year was about 42%. В прошлом году 42% покупателей решили приобрести очки к своему проекту. This year, 20%. For one out of every 5 projectors, one projector sale will get the glasses. В этом году уже только 20% покупателей. То есть каждый пятый лишь проектор заставляет покупателей купить еще и очки. It may be different here, I don't know, but it tells me that the client, when they're getting ready to buy the projector, they look, okay, yes, it's got bright, it's pretty, oh, it's got 3D, check. You know, they're going, check, 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 it's got it. But they don't watch it. Трудно сказать, как это происходит. Наверное, конечно, клиенты, когда рассматривают покупку, мысленно помечают галочки на какие-то боксы. Яркая картинка, что-то еще, да, имеет 3D, это хорошо, надо покупать. Но потом 3D не смотрят. I look at it as we have to have it in most of our projectors. We just have to. It's there. If you want it, it's there. Я отношусь к этому следующим образом. Это технология, которую просто необходимо иметь. Пусть ей не пользуются, но пусть она у нас будет. The film industry is not seeing the return on the 3D investment that they wanted to see. И можно сказать, что киноиндустрия не получает доход с 3D, который ожидала. But there's still films coming out. Все-таки фильмы в 3D выпускаются. And it is fun.
Их весело смотреть. And so we're going to offer it in most of our projectors. И мы будем предлагать 3D в большей части наших I проектов. love the kids. Do kids love 3D? Мне нравится, как дети смотрят You 3D. remember how it began? We actually had these little stereoscopes. Помните, как все начиналось? Стереоскопические камеры и стереоскопические просмотры. You drop the little cards in there from travelogues around the world. И как мы опускали туда стереоскопические фотографии, которые делались по всему миру. And the image floated right in front of our eyes. И у нас перед глазами была трехмерная картинка. Films were actually made very early, in the 1890s, early 1900s, 3D films. 3D-фильмы делали на самом деле еще в начале века. Remember this? Вот это помните прибор? I love that toy. I used to have one. I had all the little films, little slides. Мне нравилась такая игрушка у меня в детстве была, когда можно было смотреть такие трехмерные слайды. We have what's called anaglyph. We have red, blue, or red, green glasses. Так называемые анаглифные очки с синей и красной линзой. In 1922, they were one of the first 3D films. Первый 3D-фильм вышел в 1925 It году. was an anaglyph type, red and green or red, blue glasses. Тоже использовались анаглифные очки красно-зеленые. Horror films from the 50s. Это фильмы ужасов 50-х годов. We had Jaws in 3D in the 80s. В 80-е годы были «Челюсти» в 3D. Here in Russia, of course, you had Robinson Crusoe in 1946. That was the very first feature 3D film. Здесь, в России, в 1946 году появился «Робинзон Крузо», был первый русский фильм в 3D. It was called stereo. It was a stereo kino, and it was auto stereoscopic. You didn't need glasses to see it. Называлось «Стереокино», и оно было автостереоскопическим. Для просмотра не требовались очки. How it works, of course, is that we present the right eye with one image and the left eye with a separate image, and together our brain combines it into depth. Как это технологически происходит? Мы показываем разным глазам разную картинку, а уже в мозгу они объединяются в 3D-изображение. I love the glasses. Люблю очки. That's a very stylish one. Вот стильные. Most of the types that we use are active. I get lots of requests to do passive projection. Большинство очков, которые мы делаем, активные. У меня есть множество просьб начать делать пассивные очки. Active is the least expensive way for a client to watch 3D. Но активные очки — это самый дешевый способ для просмотра 3D. To do it well. Ну, в хорошем качестве. Because passive requires either two projectors or something called a polarizer. Потому что для пассивных очков нужно либо два проектора, либо прибор, который называется поляризатор. Companies like DepthQ, Master Image, Volfani, they manufacture LCD polarizers that quickly change the left-right eye image so that you can have the throwaway sunglasses just like we use at IMAX theaters or Real D theaters. Компании типа DepthQ, Master Image выпускают специальные жидкокристаллические поляризаторы, которые очень быстро меняют поляризацию и создают 3D-эффект, примерно как в кино. These little polarizers can run anywhere from $3,000 US to $20,000 US. И эти поляризаторы стоят от $3000 США до $20 000 США. So those little active glasses really are a pretty good deal. Таким образом, когда вы получаете активные очки, то это хорошая сделка. Autostereoscope is another method where we don't need glasses. Аутостереоскопия — еще один метод для просмотра фильмов. В этом режиме не нужны очки. And this may be one of the real benefits of 4K. И, возможно, это один из плюсов, который будет использован для 4K. We'll be able to see images either with passive glasses on a flat panel only, or you can actually have autostereoscopic 3D using the 4K bandwidth. Возможно, разрешение 4K позволит нам просматривать 3D-изображение как при помощи очков, так и без очков. То есть у нас будет аутостереоскопия лишь потому, что позволяет пропускная способность. This is called stereograms. You've actually seen these in books. Can you see the image up there? Это так называемые стереограммы. Вы, наверное, в книжках такое видели. Вы понимаете, что на картинке? He saw it really fast. It still takes me a while. Это не быстрый процесс, мне тоже надо адаптироваться немножко. It's a butterfly. Бабочка. You see it? Видите, можете различить? Yes, we can. It's a butterfly. Can you see it? That's autostereoscopic. We don't need glasses. Автостереоскопическая картинка. Чтобы увидеть You бабочку, очки basically не let your нужны. eyes drift a little bit, defocus a little bit, and then you can see the image. Чтобы увидеть бабочку, надо сначала расфокусировать немного зрения, а потом опять сосредоточиться. 3D is fun, right? We're going to have holograms at some point in the future. We'll actually be able to see images in front of us.
В какой-то момент в будущем, конечно, мы будем смотреть и голографические картинки. У нас будут изображения прямо перед глазами. There's the wolf pack. Вот стая волков. Normally we use lasers to do that. Some of the earliest movies that actually had this idea was called Forbidden Planet back in the 1950s. Обычно для этого используются лазерные технологии. Один из первых фильмов, который был сделан в режиме голограммы, назывался Forbidden Planet, запретная планета. Star Wars, where the princess was, we could see her standing in front of us. Помните киноэпопею «Звездные войны», когда принцесса стояла прямо перед нами? There she is there. Вот она. So this is the future. We're going to have lots of 3D choices. I still love this one. I love the Vita Bubble. Это будущее, но мне до сих пор нравится вот этот видео. That's my favorite. Мой любимый прибор. It's got THX field surround in it. It's got globular speaker systems. It's got their own airflow system. Все сертифицировано THX, настоящий сараунд, настоящий звук. Play video games. Можно играть в видеоигры. Just kidding. Шучу, конечно. Real differences in 3D versus 2D. Number one is the screen choice, the screen type. Основная разница между 3D и 2D с точки зрения продаж. Нужен другой экран. Normally on 3D viewing and normally with 3D projectors, I want to go with higher gain screen surfaces. Обычно, когда выбирают экран для просмотра 3D, выбирают ткань или материал, который имеет некоторое усиление. And here's the other problem. If you try and do passive systems, you need to be able to retain the right eye, left eye image on screen. Therefore, you need special screen surfaces, which are more expensive. Еще одна проблема 3D, потому что глазам нужно представлять разную картинку одновременно. И если вы делаете 3D при помощи проектора, то нужно иметь плоскость экрана, которая достаточно ровная и не меняется, для того, чтобы картинка была более убедительная. Whenever you have a question, call Sergey. Если есть по этому поводу вопросы, звоните Сергею. Thank you, Sergey. Oh, I'm getting tired here. Устал. Are you getting exhausted yet? Look at me. I'm tired. Смотрите на меня, я уставший человек. Couple of minutes on theater design. Несколько минут поговорим о дизайне кинотеатров. When you look at a blank piece of paper, or you walk into a room, you kind of know how to build a theater. Your client doesn't, but you know. Обычно, если вы профессиональный человек, когда вы входите в помещение, вы уже знаете, как вы будете, как вы распланируете свое оборудование. Клиент этого еще не знает, но вы уже все знаете. Basically, the customer says, "Well, here's my room, and I want to put a big screen in it." Обычно все, что он говорит клиенту, вот мое помещение, я хочу иметь в нем большой экран. Immediately, you start thinking about, well, do I want to have a drop-down screen? Do I want to have an acoustic screen? What you're starting to think immediately. Things like the screen size, the materials, the projector placement. You're already thinking that. Ну, вы сразу начинаете думать, какой тип экрана здесь будет ли это экран, который будет из лючка выпадать, или экран, который будет иметь акустически прозрачное полотно. These are the things you're actually going through, the audience viewing angle. Вот пункты, которые вы мысленно прокручиваете в уме. Угол просмотра. That's almost uncomfortable sitting here looking up almost 15-20 degrees. It's a little bit uncomfortable, you get tired. Вот в этом помещении у нас не очень удобно расположенное кресло, приходится где-то по 15-20 градусов наклонять голову, и мы довольно быстро устаем. You know, in theater seating, you want to keep your eyes at a nice level point relative to your seating position. Вы знаете, что когда находитесь в кинотеатре, необходимо делать так, чтобы глаз комфортно смотрел на экран. We want to have unobstructed viewing from all seats. Мы также хотим, чтобы картинка была хорошо видна со всех мест в зале. We look at the screen size, the type of materials, the application, is there light in the room? All of that's very important. Мы продумываем, какие использовать материалы для экрана, какие будут режимы засветки полотна. The screen size and type will determine a lot of times what projector you use. Размер экрана и другие параметры в конечном итоге определяют наш выбор проектора. We then have to deal with where to put the projector. Does it go in the room? Is it in a soffit? Is it in a lift? What are we doing with the projector? Затем уже нам необходимо думать о том, где мы расположим проектор. Будет ли он скрыт где-то, поместим ли мы его в софит, или он будет вообще в другом помещении. We have to worry about lens offsets, where the projector goes relative to the position of the height of the screen. Кроме того, необходимо думать об офсетах объектива, где будет находиться проектор относительно экрана. See what's happening here? This is very bad. Видите, что здесь происходит? Плохо настроено. This is called keystoning. Называется эффект трапезоида, трапеции. Okay for PowerPoints. Для презентации в формате PowerPoint это окей, No, not good for home cinema. но плохо для домашнего кинотеатра. Keep your stuff level. Старайтесь все выравнивать.
чтобы не было искажения типа Are трапеции. we going to do a scope screen? Do we need a lens, an anamorphic lens? Следующий пункт, который прокручиваем в уме. Будет ли экран формата CinemaScope? Значит, нужна ли нам анаморфная линза для этого? How are we going to keep the projector running? Do we have to have special air conditioning, special airflow? Затем задумываемся о режимах работы проектора. Необходимо ли для него специальное охлаждение? Нужно ли подводить воздухоотводы? All of this is going into your theater design calculator. И все это вы вводите в свой мысленный калькулятор. And you end up with the circular Titanic theater. И в конце концов вы получаете круглый кинотеатр типа You end Титаника. up with one of my little dealers in the United States with a Wolf Cinema projector in the middle of the room, looking good. Вот один из кинозалов, созданный нашими дилерами в США, и проектор Wolf в середине. Хорошо выглядит. Here's our LED projector. Look at it. See it? Вот еще один наш проектор на LED. Видите сам проектор? It all comes out of the ceiling. Nice. Все из потолка. Kaleidoscope system. Система Kaleidoscope. Hey, somebody designed a nice theater here. I like that blue room that you had. Вот еще один хороший кинотеатр был в Москве. I like your little brown room. That's nice too. Вот небольшой коричневый кабинет. Guys know what they're doing up here. Ребята знают, что делают. This room we have in one of our designers has done in Dubai. Вот комната, которую один из наших дизайнеров делал в Дубае. Look how tight this room is as far as relative to a very large curved screen and a projector in a lift. It's one of the reference projectors. Посмотрите, насколько тесное помещение. Там установлен референсный проектор на лифте. We had to use a super short throw set of optics. Пришлось использовать специальный набор оптики, которая работает на коротких расстояниях. You can get companies to help you, of course, design the interior. Cinematech, lots of different companies actually do stock designs. Есть, конечно, компании, которые позволят и помогут вам разработать интерьер, например, компании типа Cinematech. This was a fairly large cinema, as you can tell, with about 40 seats that we did. Это был довольно большой кинотеатр на этом слайде, где-то 40 посадочных мест. Rear projection, we can use a rear projection screen, mount the projector into what's called a mirror glass kit, a bounce kit. Задняя проекция, мы можем устанавливать проектор при помощи специального зеркала. Which shortens the throw distance. Это зеркало сокращает расстояние линзы, фокусное расстояние. Soffits must be carefully considered, especially for airflow. Когда устанавливаете прибор в софите, необходимо обязательно задумываться о том, чтобы была циркуляция воздуха. And easy service. I have some of my dealers that install projectors in soffits, and they forgot to add access doors at the back. И, кроме всего прочего, необходимо думать не только о циркуляции воздуха, но и об обслуживании. У меня есть некоторые дилеры, которые устанавливали прибор в софите и забывали делать сзади лючок для доступа. And every time they have to pull out the projector to service it. И каждый раз приходилось вытаскивать оттуда проектор, чтобы его обслуживать. Maybe that's what you have to do sometimes. Но иногда приходится и такое делать. Big lifts are used. We use lots of this is Kindeman. There's a whole bunch of different companies that make excellent power lifts. Используются различные лифты. На экране показан лифт компании Kindeman, но производят лифты многие другие. Here's an actual design that we did just recently in Philadelphia, where we put a reference projector behind a bookcase, and this is how we had to manage all of the airflow. The exhaust line runs all the way across another room and goes outside the house. Вот помещение в Филадельфии, которое мы недавно оборудовали. Проектор располагается за книжным шкафом, а справа показан воздухоотвод, который уходит вообще в другую комнату. We're here to help. In other words, Sergey knows how to do this. I know we've done this over and over. We've seen so many different types of system plans. We're here to help you. We can help make it better. Но мы всегда можем вам помочь. И Сергей, и я, мы уже видели столько помещений, столько различных типов дизайна, что мы можем помочь вам выбрать оптимальный вариант. In a soffit design where you don't have like our reference projectors, make sure that hot air exhausts higher than cool air. Remember what happens to air when it gets hot? Когда устанавливаете проектор в софитах, помните о том, что горячий воздух нужно выпускать выше, чем холодный воздух, потому что знаете, что происходит с горячим воздухом? Cold supply low, hot exhaust high. Таким образом, выход горячего воздуха выше, выход холодного воздуха ниже. Okay. Active thermal management, products out there that are already designed for you in mind. Температурная регулировка. Все уже давно продумано специально для вас. And then the screens, and then we're done. Screens are really important in this game, folks. They're super important. Теперь переходим к экранам, и это будет завершающая часть моей презентации. Экраны очень важны, супер важны. How many people think loudspeakers are important in an audio system?
Кто из вас считает, что колонки важны в аудиосистеме? That's the screen is the loudspeaker of the video system. Вот что касается видео, то там экран — это те же колонки. It's real important. Очень важно. So there's all kinds of different design characteristics involved. Есть различные подходы к дизайну, характеристики. And I can make any video system generally perform better with a proper choice of the screen. И обычно я всегда могу улучшить то, как показывает система, улучшить картинку, лишь заменив экран. The perfect screen is supposedly a 180-degree diffuser. Идеальным был бы экран, который является 180-градусным диффузором. But that may not be the perfect screen for that job. Но, может быть, для какой-то конкретной задачи он и не подойдет. Anybody ever use a screen called Firehawk by Stewart? Кто-нибудь использует Firehawk компании Stewart? Firehawk has a 20-degree viewing angle. У них угол просмотра 20 градусов. It's like this. Вот так вот, в поле зрения. If you fall out of that 20 degrees, those people here, okay, your picture's horrible. Если вы выходите за пределы этих 20 градусов, то ваша картинка будет ужасной. А те, кто находится в 20 градусах, они видят хорошую картинку. So you look at your gain characteristics and how the viewing cone helps you or hurts you in a given installation. Таким образом, посмотрите на усилительную характеристику, на коэффициент усиления полотна и на его угол обзора. I use screen gain not only to help with 3D, for example, but I use screen gain to fix the room problems. Я использую настройки коэффициента усиления, в том числе для того, чтобы компенсировать какие-то недостатки помещений. Remember, the projector light goes to the screen. Помните, что свет из проектора идет к экрану And it bounces off the walls and the ceiling. и отражается, в том числе от стены, от потолка. And it bounces back onto the screen. А потом попадает опять на экран. I was asked to calibrate this room one time, this projector. Как-то меня попросили откалибровать вот это помещение, этот I said, проект. which image would you like me to fix? The one that's up here on the ceiling? The one that's over here? The whole room was ringing. И я хотел у них спросить, какую картинку надо исправить? Та, которая на потолке или на стенах, потому что картинки были повсюду. What did this destroy? It destroyed dynamic range. I had no black level, none. Что там было не так? Там не было динамического диапазона, там не было вообще никакого уровня черного. I told the guy, what do you want me to calibrate? You want me to calibrate the roof, the floor, the ceilings, what? И я спросил у парня, чего мне тут калибровать-то? Крыша, потолок, пол? Here is where I put a different screen in. И тогда я заменил экран. I put in something like a Firehawk, I forgot exactly. It was a very narrow viewing cone screen. Я поставил им экран Firehawk с узким углом It обзора. reduced all of the side flash that was coming back at the screen. Благодаря этому узкому углу экран смог устранить картинки, которые отражались от потолка и от стен. Same projector, I just changed out the screen. The picture was 100% better. То есть проектор остался тем же, я просто заменил экран, а картинка улучшилась на 100%. So higher gain also can help us with viewing angles. The further back, remember light travels in a straight line. Коэффициент усиления в том числе помогает и иметь более широкий угол обзора. Помните, что свет распространяется по прямой. If you have a short throw projector and you have it very close to the screen, look at the angles. The light's going off into the angles. Если у вас проектор расположен близко к экрану, то обратите внимание, как распространяется свет. Conversely, if my projector's far away, если у меня проектор в задней части помещения далеко от экрана, the light is going to come to the screen and bounce back at very narrow angles. то абсолютно точно свет дойдет до экрана, отразится и будет отражаться на довольно узких углах. Combine your knowledge then of that, how light travels plus screen surfaces can give you a better picture. Таким образом, вы можете комбинировать свои знания и навыки о том, как распространяется свет и каков коэффициент усиления у полотна для того, чтобы улучшить картинку. Most of our projectors have generous lens shift or offset capabilities, meaning we can go well above the screen height or we can go off-center quite a bit. Большинство из наших проекторов имеют такие объективы, которые имеют встроенный офсет довольно в широких диапазонах. Таким образом, вы можете ставить проектор как выше над экраном, так и где-то смещать его от центра. When I keep turning this on and off, what do you see in the picture? Когда я включаю и выключаю, что вы видите на картинке? You see something called a moire. Видите муар? You see it? Видите муар? See all those little curved lines? Видите какие-то волнистые линии? That's unwanted, and that's caused by keystoning.
or tilting the projector. Это нежелательный эффект, и он вызван тем, что проектор находится не параллельно экрану, поэтому появляется трапезоид, трапеция. You watch someone on TV, they have a striped shirt, and the striped shirt's moving all over the place. Если вы по телевизору видите кого-то в полосатой рубашке, то вы увидите, что эти полосы постоянно вибрируют. Those are artifacts, and we don't like them. Это артефакты, которые никто не любит. So let's not have them. Installation, we'll talk later. Listen, this has been great. And I thank you for your attention. And there's a lot of stuff to talk about in video, as you know. I tried to give you some knowledge of the future, 4K. Sorry, go ahead. Было здорово, мы много-много поговорили. В видео, вы знаете, можно говорить бесконечно. Я постарался вам рассказать свое видение, то, что я ожидаю от 4K. I've scared you a little bit, hopefully. Немного вас по дороге напугал. This is what's important. Но вот что важно. Improve dynamic range. Make white whiter, blacks blacker. Улучшайте динамический диапазон. Делайте белый белее, черный чернее. Color is super important on how to present the real world that we see as color. Цвет супер важен, потому что то, как мы видим реальный мир, это цвет. Color accuracy is next important. The last thing is resolution. Цветопередача, следующая по важности вещь. И последнее, самое последнее, это разрешение. I thank you very much. Спасибо большое.